Продолжаются обсуждения, какие-то непонятные пока что позиции, к чему все это приведет. Что касается Ормузского пролива, переговоры США и Ирана публикуются в новостях в тупике по теме открытия Ормузского пролива, пишет Financial Times со ссылкой на два источника. Отмечается, что Иран настаивает на своем контроле над проливом и праве взимать судов плату за проход. Кстати говоря, это очень хороший знаковый момент, когда в силу тех или иных событий, боевых действий, появляются какие-то новые сопутствующие события, которые могут стать и чем-то центральным, ключевым и самым важным. И я, кстати, об этом довольно часто говорю и, ну, скажем так, напоминаю о том, что очень много изобретений было человечеством, как какое-то побочное событие потом оказывалось ключевым. Вот, и здесь тоже, пока Иран вроде как сопротивлялся, он вдруг понял, что очень можно хорошо подзаработать на этом самом проливе, просто беря плату за то, что через него проходят корабли. Вот как мне кажется, что здесь такое уже идет смещение интересов, и отпадает немножко идеологическая сторона. Но, впрочем, может быть, забегая вперед. Иранские переговорщики отвергают идею совместного контроля. Нет, вот они теперь уже хотят сами с этого хороший барыш получать. Причем там, по-моему, то, что звучало, опять же, очень много информации, я поэтому так оговариваюсь, что она зачастую разнится, противоречивая, но вроде бы как они там неплохо так приподняли ценник. И поэтому почему будем от этого отказываться? На самом деле я веду к тому, что не исключено, что тот великий духовный лидер, о котором они все время говорят, который в плохом состоянии, видимо, его, наверное, все-таки нет, потому что духовные ценности явно как-то уже становятся искусственными, а вот материальные ценности явно становятся все более интересными для них, хотя, опять же, это может быть поверхностный сторонний взгляд, посмотрим, как будет развиваться, в любом случае ситуация довольно опасная, и, конечно же, для простых людей, которые вокруг находится и сам залив, да, ну и в принципе нагнетается ситуация, когда в одном месте это всегда будет отзываться в другом месте, потому что есть люди сочувствующие, да, та самая рознь между людьми может возникать, хотелось бы, чтобы этого было поменьше. Трамп тем временем обвинил Иран в нарушении перемирия, назвал переговоры ключевым фактором для избежания эскалации. Иран объявил о закрытии пролива в первый день войны США с Израилем 28 февраля, напоминают «Медуза» и «Лайф». Через Ормузский пролив прошли два американских эсминца 11 апреля, хотя иногда есть информация, что кто-то там кого-то не пропустил тоже. Ну, короче говоря, Иран что-то рассказывает свое, Соединенные Штаты что-то рассказывают свое. По делам их мы, наверное, узнаем скоро, потому что пока что есть вот этот момент перемирия, тоже он какой-то спорный. Израиль говорит перемирие, ну, значит, буду стрелять в другую сторону, снижая таким образом, в принципе, как мне кажется, уважение к самому понятию перемирия. Ну, где-то его, ну, сглаживая, что ли, или делая не совсем понятным. Ну, просто если ты говоришь о перемирии, вроде как, ну, я как бы вот в эту сторону не стреляю, стреляю в другую. Ну, само значение слова в этом случае снижается. Тогда не надо вообще о перемирии говорить. Если перемирие, то ты как-то вот мирно должен выглядеть, как мне кажется. Но еще раз, здесь очень много риторики политической, поэтому, наверное, есть смысл хоть и знакомиться с этими новостями, но ждать все-таки каких-то поступательных шагов уже, что называется, на деле. Вот, пролив откроют, будем об этом говорить. Цены упали из-за того, что там приоткрыли, чуть-чуть договорились. Это тоже, наверное, можно отнести к фактам. Так что будем следить, что будет дальше. Со своей стороны пишите, как вы это видите. Но здесь пока что идет, наверное, такая попытка угадать. А самое главное, что некоторые, об этом уже опять же много раз говорилось, сейчас сколачивают себе политический капитал, экономический капитал, преступный капитал. Преступники в таких ситуациях всегда просто как в родной колыбели. Даже есть такое выражение, для кого-то война, а для кого-то мать родна. Да? Кто-то живет именно, что называется, образно выражаясь, трейдерским выражением на понижении. Когда людям хуже, на этом обязательно кто-то будет зарабатывать. И поэтому зависающие такие темы, это всегда, вот на мой взгляд, минус и опасность для простых людей, для тех, кто как раз рад жить на повышение, на развитие, на тренд развития и культуры, и технологий, и всего остального. Ну, вот такие, кто зарабатывает на том, что вам всем плохо. Это не важно, с чем это будет связано, да? Хоть это торговля людьми, там, теми же беженцами, хоть это торговля оружием. Ну, сегодня, значит, их время, и это печально. Берегите себя и увидимся.